Всем привет, с вами Тусолс, и сегодня мы привяжем Никита к дереву в этом мистическом лесу. Моя задача будет продержаться как можно дольше и выполнить несколько специальных заданий. Уходите! Мое тело окутало страх. Побереги меня. На всей территории Покаинского леса, вокруг всех 30 холмов, разложены в определенном порядке старинные камни. Их возраст никому точно не известен. Согласно поверьям, камни непросты, они заключают в себе колоссальный заряд энергии, который несомненно воздействует на окружающих. Существуют версии, что тепло некоторых из них способно лечить от женских недугов и других болезней, а тепло других, наоборот, усугублять их и порой приводить просителя к смерти. У человека в лесу учащается пульс, у компаса отклоняется стрелка. Говорят, что в этом месте открываются ворота в параллельный мир, и у обычного человека могут появиться сверхъестественные способности. Специалисты говорят о странных светящихся объектах, которые иногда появляются в небе над лесом. Погода редко бывает плохой, дожди выпадают только по ночам. Самое главное правило – забирать с собой ничего нельзя. Ни веточку, ни тем более камешков. Говорят, это очень плохая примета. И выходя из леса, предмет теряет свою энергию, а у человека могут быть серьезные проблемы. Ну вот и настал тот момент, когда меня начали привязывать. Первое, что мне очень сильно хотелось, это то, чтобы парни меня быстрее привязали, чтобы я уже понял, в какой ситуации я оказался. Немаловажно, что мы когда приехали, мы осмотрели локацию, поняли, что буквально вот несколько десятков метров от нас были следы животных. В первый момент, когда только все началось, я сначала как-то так присматривался, прислушивался ко всем звукам. Что сразу же бросается и что нужно понимать, это то, что передо мной стоял свет. Ты когда смотришь вперед, ты по факту видишь только, как лампа на тебя светит. То есть то, что впереди, я не вижу. Первый момент, который отчетливо запомнил, это то, что в первые минуты мне стало дико страшно. Я не мог собраться с мыслями, чтобы начать вообще разговаривать. У меня был ком в горле, и мне постоянно хотелось контролировать ситуацию. То есть я постоянно вертел головой, это никак не помогало. То есть справиться с мыслями своим страхом было очень тяжело. Первое задание, надо было попробовать войти в контакт с паранормальным. То есть сзади меня стоял ремпот, он сигнализировал бы о том, что что-то сзади меня потустороннее, или же, не дай бог, животное. Рядом со мной был привязан ЕМФ. Это было очень сложно, потому что ты должен провоцировать потусторонние силы на проявление активности, на проявление звуков. Здесь кто-нибудь есть? Дайте знак. Что это было? Эй! Если здесь кто-нибудь есть, пройдите мимо прибора. Тогда я пойму, что вы здесь и хотите поговорить. Я слышу, как будто кто-то сзади ходит. Что происходит? Вот я не знаю, слышно на камере это или нет, что просто собаки лают. Собаки же лают неспроста. Вот, ребят, что происходит сзади меня. Смотрите. Там вообще очень плохо видно. Вот, в принципе, кадры за мной. Жители леса, если вы меня слышите, выйдите на контакт, пожалуйста. Я хочу задать всего лишь несколько вопросов. Понять историю, почему это место считается мистическим. Вообще, в принципе, то, что я сейчас пытаюсь поговорить, это все может быть впустую, потому что мы не знаем. В легенде не было сказано о том, что здесь кто-то обитает. Вокруг меня постоянно были слышны какие-то звуки. То есть меня мозг обманывал. Мне казалось, что кто-то либо бежит, либо кто-то крадется сзади меня, либо сбоку, либо кто-то смотрит на меня. И мне хотелось, чтобы
тот, кто издает эти звуки, отдалился от меня, поэтому я начинал кричать, свистеть, всячески делать все, чтобы держать себя в безопасности. Что это за звук был? Вот справа от меня, как будто, не знаю, в метрах 100, как будто кто-то шагает. Мне кажется, у меня уже галлюцинации какие-то начинаются, если честно. Прислушайтесь к звукам. Вот просто прислушайтесь сейчас. Эй! Что это было? Что это? Если это животное, идите нахуй отсюда. Настало время выполнять второе задание. А именно, мне нужно было закрыть глаза на 10 минут. Когда я закрыл глаза, опять же, усилились ощущения о том, что кто-то передо мной стоит. Звуки учащаются. Ты слышишь то, что твоя голова хочет слышать, то ты и слышишь. А у меня воображение постоянно меня обманывало. Постоянно казалось, что кто-то вот-вот вцепится мне в руку. Раз, два, три. Давайте попробуем сравняться с этим лесом. Здесь кто-нибудь есть? Издайте какой-нибудь звук. Нет, нельзя закрывать рукой. Это плохо. Это очень безумно страшно. Безумно страшно. У меня коленки дрожат. Сейчас очень тихо. Но мне не хочется, чтобы было громко. Если здесь кто-нибудь есть, пройдите мимо этого прибора. Тогда я пойму, что вы здесь. Или же издайте какой-нибудь звук. Желательно громкий. Или пройдите сзади с прибора, тогда я тоже пойму, что вы здесь. Муха. Мне стало настолько страшно, что это был мой пик. И я начал слышать звуки, которые доносятся сзади меня. У меня уже начало дрожать все тело. И в какой-то момент мне пришлось крикнуть кодовое слово, потому что один я держаться уже не мог. Да. Паника! Паника! Что это было? Вы издавали какие-то звуки? Нет. Это пи... Я не знаю, камера это передала или нет. Я не знаю, сколько я минут стоял, блин. 3. У меня муха влетела вот так. И я открыл глаза. Следующая попытка была самая успешная. В моменте, когда я был с закрытыми глазами, у меня нет таймера. То есть мне казалось, что я уже очень долго, что вот-вот будет конец. Твои страхи, они играют с тобой, пытаются тебя вывести на эмоции, пытаются сделать так, чтобы ты сдался. Так, ребят, я закрыл глаза. Мне хочется как-то прикрыть свое лицо, потому что мне очень страшно. Вот я не понимаю, это очень психологически давит на тебя. Вроде ты стараешься думать о том, что с тобой ничего не произойдет, но потом мысли в твоей голове, они приходят, и ты понимаешь, что ты находишься в мистическом лесу. Ты понимаешь, что ты находишься в полной темноте. Ты понимаешь, что ты связан
И ты понимаешь, что ты не сможешь, если что, ничего сделать. И это очень страшно. И просто, ну, я не могу. Я сейчас на грани, чтобы просто заплакать, как девочка, но... Я не знаю. Люди по ту сторону экрана, вот... Давайте прислушаемся к звукам, все-таки постараемся что-то расслышать. Ну не, если ты начинаешь слушать звуки, то кажется, что тут просто орава людей ходит вокруг тебя. Если здесь кто-нибудь есть, и кто-то меня слышит, издайте какой-нибудь звук. Тогда я пойму, что вы здесь. Пройдите мимо ремпода, который находится сзади меня, или поднесите свою руку. Ремпод издаст небольшой звук. Вы не пугайтесь, он не может вам навредить. Что это было? Эй! Идите! Собаки воют, это, наверное, они из-за меня, кстати, воют, из-за того, что я ору тут. Я надеюсь, что собаки воют не из-за животных, а из-за меня. Вы слышите, да, этот вой? Я открыл глаза. Возможно, мой мозг просто сказал: нет, все, хватит, ты достаточно сделал, поэтому я и открыл глаза. Я не могу сейчас точно сказать, почему я это сделал, но мне было безумно не по себе выполнять это задание. Ну что, ребят, я думаю, вы должны меня понять, что я не смог сделать челлендж с закрытыми глазами. В сумме, конечно, я простоял 10 минут, но я не знаю, я не могу. Это очень страшно, это безумно страшно, и я не выдержал 10 минут закрытыми глазами. То есть этот челлендж отпадает. Я уже, честно, как будто слился с этим деревом, я уже как будто просто одно целое с ним. Что там? Я в лесу стою один, вот так вот, к дереву привязанный, к дереву привязанный, к дереву привязанный, к дереву привязанный. Эй! Кто это ходит? Вот там вот как будто вот просто... Вот там вот какие-то звуки происходят постоянно. Все это меня привело к тому, что мне пришлось, я был вынужден опять позвать пацанов, потому что уже справляться с этой психологической давкой я уже не мог. Очень страшно становится, просто до безумия, я не понимаю. Блин, назад смотреть еще страшнее. А не смотреть назад. Стоять, просто так смотреть. Паника! Ой, не ходи. Иди на... Посмотрите там, вот где вы сейчас идете, там ни нет. Пришло время выполнять последнее задание. Мне подготовили
посмотреть страшное видео со скримерами. Суть задания, что мне нужно было смотреть его без пауз и без перемоток. В этом задании одно из самых страшных — это то, что громкость была на максимум, и в этих всех хоррор-видео постоянно играет очень томная, очень страшная, очень жуткая и напрягающая музыка. Вспоминаю эти моменты, и даже сейчас у меня как будто бы слезы на глазах наворачиваются, насколько это было страшно. Что это такое? What the f was that? Bro, what was that? Что он видит? Я не понимаю. А, какой бэйби? Зачем бэйби? Не надо бэйби. Ну нет. Ну что это? Это скример по-любому сейчас, да? Ну, висит женщина. У нее светятся глаза. Она плавает просто. О-о-о! Так, ну мы хорошо вроде держимся, если честно. Да. Да. Ну как страшно. Эта музыка, это просто ужас какой-то. Я не... А как это? А как это? Мы пробовали доску Ouija, но она как-то криво работает, не знаю. ¿Estás aquí con nosotros? Ну, это фейк, 100% это фейк. О, это я! Ну это я! Вот это я в лесу. Вот это я. Что он увидит? И что это? Это Слендермен? Что? Ну это монтаж, нет, это какая-то вообще параша. Стрёмная, конечно, до усрачки, но это монтаж. К этому моменту время в моей голове уже остановилось. Прошло уже более часа, как я стою в лесу один. Наступил самый жесткий момент за весь челлендж. Сзади себя я снова слышал звуки, которые я не мог объяснить. Мое тело окутало страх, паника. И когда я почувствовал, что звуки, доносящиеся сзади, начинают ко мне приближаться, сил держаться у меня попросту не осталось, и я сказал кодовое слово. Жители леса, если вы меня слышите, выйдите на контакт, у вас есть последняя возможность. Мы скоро уедем. И, возможно, с вами больше никогда в жизни никто не поговорит. Поэтому у вас есть самая последняя возможность. Зажгите лампочку на EMF, тогда я пойму, что вы здесь. Паника!
Я попросил ребят дать мне последнюю возможность. Ребята меня всячески отговаривали от этого, но я хотел как можно больше продержаться в лесу. И когда ребята ушли, мне уже начало мерещиться что-то перед глазами, были какие-то галлюцинации, я слышал постоянные звуки, которые приближались, отдалялись, какие-то громкие, какие-то непонятные, какие-то вообще необъяснимые. Все уже настолько сильно влияло на меня. Возможно, это лес так влиял, возможно, одиночество, возможно, темнота, возможно, все это вместе, все эти мои страхи, которые были в тот момент, меня уже настолько сильно доконали до того, что я уже просто сказал все. У меня уже просто голос сел, я не знаю, у меня нет эмоций. Уже просто контролировать эту ситуацию и стоять просто в лесу одному очень страшно становится. Ну что это за звуки? Я понимаю, что в лесу много чего может случать, такие звуки издавать, но это... Эй! Не идите сюда! Уходите! Уходите, я сказал! Эй! Ну все, у меня уже крыша едет, реально. Я ничего не понимаю, что происходит. Я уже все слышу. Пожалуйста, обереги меня, пожалуйста. Ты видишь, что за мной происходит? Я вообще... Что это было? Уходите! Лес просто пи... Эй, уходите отсюда! Не, все. Ребят, можете идти. Все, ребят. Идите сюда.